Вы здесь не случайно. Это не просто очередное видео. Это божественное назначение. Вы прибыли в уникальный момент в вашей жизни, возможно, самое священное пересечение между вашими отчаяниями и ваша судьба. Прямо сейчас, в этот самый момент все выровнено духовно, эмоционально, даже космически, для чего-то необычайно разворачиваться. А окно открылось. Не просто окно, а одно из неограниченной возможностей, предопределенной свыше, зарезервированной для тех, кто готов, те, кто осмелится верить в то, что богобильное обещание все еще говорит, все еще двигается и все еще действует. Я знаю, твое сердце устало. Ты молился. Ты плакал. Ты задавался вопросом, когда же наступит мой прорыв? Ты видел, как другие процветали, пока ты оставался в тени. Но позволь мне сказать тебе нечто священное и истинное. Бог не забыл тебя. Твое имя все еще написано в книге обетования. И прямо сейчас урожай-то, что казалось отложенным, приближается со сверхъестественным ускорением. То, что вам предстоит пережить, это не просто сообщение. Это духовное воспламенение. А метафизический ключ, вдохновленный учением Конни Мендес, да, основанный на универсальном духовном законе, но возвышенная сила Божьего Завета будет передана в твои руки. И если ты останешься со мной до конца, что-то божественное сдвиг в вашей атмосфере. Видишь ли, есть секрет скрыто в эти 21 минуту. Секрет о деньгах. Секрет о выздоровлении. Секрет о почему ваши молитвы пока не услышаны. Но ты должен остаться. Ты должен пройти со мной через каждое слово, потому что если ты уйдешь до финала молитвы выравнивания, вы можете пропустить тот самый момент, когда ваше чудо проявляется. Послушайте меня всем сердцем, если за эти 21 минуту вы полностью посвятите себя этому духовному путешествию, если вы позволите Святой Дух, чтобы служить через каждый слог, вы начнете чувствовать святое возмущение в твоей душе, волнение вера, подтверждение в вашем духе, что изобилие больше не теория, но обещание выполняется. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Ожидая большие суммы, денег через 21 минуту может прозвучать смелой. Это может даже показаться нереальным. Но в сфере веры, в небесные суды, время функционирует по-разному. Бог не связан земными часами. Одно божественное слово может разрушить время. Откройте двери, которые никто не может закрыть, и отпустите благословение. Вы забыли, о чем просили. Если вы когда-нибудь чувствовали, что жизнь проходит мимо вас, если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваше послушание не переведено на переполнение, если вы тайно задавались вопросом, Бог все еще творит чудеса, мне нужно, чтобы вы меня услышали сейчас, это твой поворотный момент. Ты не смотрю это в одиночку. Есть ангелы в вашей атмосфере. Есть сила в твоем дыхании, и есть богатство собрались у ваших ворот. Но прежде чем я открою вам точную дату, последовательность духовных шагов ты должен взять, прежде чем я поделюсь священная молитва, которая изменила финансовую судьбу тысяч людей. Мне нужно твое обещание. Оставайтесь до конца, потому что то, что вы услышите в последние минуты, будет завершить круг. Что ты почти сдался, появится в поле зрения. И скрытое наследование это, чего жаждал твой дух, начнет проявляться с силой. Давайте начнем этот священный 21-минутный завет. Не чудо уже разворачивается. Но сначала вы должны понимать, почему вас выбрали. И эту правду я вам сейчас открою. Теперь, когда вы приняли зов, теперь, когда ваш дух настроен на этот божественный момент, я должен провести вас глубже. Потому что то, что последует дальше, это не просто слушание, это становится. Речь идет о том, чтобы войти в состояние веры настолько глубоко, настолько спокойно, настолько ровно, что небеса сами отвечают. Вы здесь не для того, чтобы повторять пустые слова. Вы здесь не для того,
чтобы надеяться на что-то хорошее. Вы здесь для того, чтобы перенастроить свою духовную чистоту священным ритмом избыток, богатства, и чудодейственная силачта уже окружает вас, ожидая вашего разрешения течь. Молитва – это не попрошайничество, это не отчаяние. Истинная молитва, метафизическая молитва, является выравниванием. Это соглашение между вашим сердцем, твой разум и невидимые законы Царства Божьего, когда ваши слова соответствуют божественному потоку, уже текущему во Вселенной благословения притягиваются, двери начинают открываться. Ресурсы, о существовании которых вы даже не подозревали, начинают двигаться к вам. Вы не гонитесь за богатство, то богатство распознает ваш сигнал и приходит к вам. И это, дорогое дитя Божие, есть секрет, который большинство людей никогда не узнают. Когда Иисус стоял перед гробницей Лазаря, Он не кричал, не умолял и не торговался. Он поблагодарил Бога до того, как произошло чудо. Он заявил результат прежде, чем он стал видимым. Почему? Потому что он уже был выровнен. Потому что его вибрация соответствовала победе. Вот к чему вам следует приступить сейчас. Не метафизическая молитва-то, что вы собираетесь сказать, это не просто ритуал. Это преобразователь чистоты. Это выводит вас из состояния сомнений, страха и бедности в четкий сигнал приема. Вы настраиваете свою душу на станции небес, где каждый обещать, каждый завет, каждое наследование богатства и изобилия уже написано в вашем имени. Но чтобы это сработало, чтобы это действительно закрепилось, ваше внимание, ваши эмоции, ваша вера должна быть абсолютным. Вот почему я прошу вас сейчас: очистите свое пространство. Успокойте свое окружение. Сделайте глубокий вдох. Потому что то, что вы собираетесь сделать, несет масса. Это священная технология, дарованная Богом верующим. В течение следующих 21 минуты ваша энергия должна быть сфокусированной лазером. Нет места отвлечениям, придерживайтесь видения изобилия со всем, что у тебя есть. Смотри, деньги прибывают из неожиданных источников неудержимыми волнами. Почувствуйте, как деньги текут в ваших руках. Ощутите радость от пополнения счета. Услышьте телефонный звонок с хорошими новостями. Представьте, как долги растворяются. Болезнь уходит. Бизнес процветает. Наследство наконец-то приходит. А вот и божественный ключ. Почувствуйте благодарность, как будто это уже произошло. Потому что это имеет в сфере духа. И в этот священный час вы разрушаете расстояние между духовной реальностью и физическое проявление. Это больше, чем проявление. Это вера с согласием, и согласие – это то, что открывает небесные своды. Недаром в слове сказано: «Когда двое или больше собраны во имя Мое, там Я». Прямо сейчас мы с вами и тысячи других людей во времени и пространстве, объединенные одной. Верой это создает несокрушимый духовный заряд, это не воображение. Это не эмоция. Это активация. Поэтому произносите каждое слово вашей метафизической молитвы с ясностью, убежденностью и ожиданием, не торопитесь. Не повторяйте одно и то же, заявлять. Владеть. Воплощать. Пусть каждое слово отзовется эхом из глубины вашей души, как семя, посаженное в плодородная почва. Вселенная, да, та самое творение Бога, слушает. Тот же божественный порядок, что управляет галактиками и океанами, ждет твои слова, чтобы выполнить твои обещания. Но вот тут-то многие и терпят неудачу. Они начинают молитву, но не делают этого, поддерживать государство. Они верят, но лишь на мгновение. Они чувствуют себя достойными, пока не закрадывается первая мысль о сомнении. Позвольте мне сказать вам нечто очень важное.
недостаточно просто произнести слова. Нужно жить в них. Вы должны пронести энергию отвеченной молитвы через весь свой день, через всю неделю, через все свои решения. Вот как вы поддерживаете государство. Вот как вы обеспечиваете урожай, достигает вас. Ты не создан для малых дел. Ты не создан для того, чтобы просто выживать. Ты – сосуд божественное богатство, носитель Божьей изобилия. Живая молитва в движении, каждая клетка вашего тела была создана для процветать. Каждый твой вдох – доказательство того, что Бог есть. Не закончен с тобой. Он есть только начинается, чтобы высвободить то, что было накоплено на небесах для вас. Поэтому в течение этих 21 минуты не просто спрашивайте «остановиться». Не просто представляйте «выровнять». Не просто говори «чувствовать». Знать. Получать. Пусть это будет день, когда все начинает меняться, потому что ты наконец-то взял внутреннее место власти и в соответствии с тем, что Бог уже предписал как ваше наследство. Прежде чем мы двинемся дальше, я прошу вас, не просто как духовную практику, но как символ выравнивания, поставьте лайк этому видео сейчас. Это одно действие сообщает алгоритму платформы. Это сообщение стоит распространить. Но что еще важнее, он сообщает вашему подсознанию: я соглашаюсь с этим благословением. Я выбираю гармонию. Я вступаю в священное. Теперь сделаем еще один шаг вперед. Напишите в комментариях, что вы привлекаете с этого момента. Не будь расплывчатым. Будь конкретным. Произнеси это вслух, в тексте, с полной духовной уверенностью. Я привлекаю финансовые потоки от неожиданных контрактов. Я ощущаю сверхъестественное исцеление своего тела. Я вступаю в наследство от успеха в бизнесе. Это не просто комментарии, это публичное заявление о вере. Вы возводите стену свидетельства вокруг своей жизни. И каждый раз, когда кто-то соглашается, ваша вера умножается. Потому что все это – вопрос импульса. Вы сейчас участвуете в духовный механизм, который умножает благословение через упорство, благодарность и личность. Итак, позвольте мне спросить вас. Ты действительно верите, что достойны богатства? У тебя есть, действительно принял в своем сердце, что деньги не грех, на инструмент божественного назначения? Готовы ли вы перестать жить по памяти и начать творить по памяти чудесное видение? Потому что если это так, то эта молитва больше, чем просто практика. Это открытие и двери. А ты, да ты, являются ключ. Это час, в который вы вошли, необычное время. Это священный период. Тонкое место между небом и землей. Момент, когда твой дух становится магнитным, где ваши мысли становятся вибрационная валюта, где ваше достоинство больше не подлежит сомнению. Вы сейчас переподключен с божественным потоком. Вы больше не гонитесь за благословением, благословение течет к тебе. И все это начинается с того, что происходит дальше. Так что поставьте лайк под видео прямо сейчас. Выскажите свое будущее в комментариях. Заявите о нем без стыда, без колебаний, без страха. Потому что, когда вы заявляете, небеса это записывают. Когда вы заявляете, дух движется. Когда вы заявляете, начинается сбор урожая. Теперь сделайте глубокий вдох. Медленно выдохните. Вы готовы. Давайте двигаться вперед. Потому что то, что я вам сейчас расскажу, это то, как этот простой акт выравнивания будет. Перепрограммируйте свою духовную ДНК, чтобы привлечь изобилие без усилий. Но прежде чем мы доберемся туда, сначала вы должны столкнуться с чудом, подтверждающее закон. И за это я отвезу вас обратно. К истории, которую большинство упускают из виду, момент в Писании, где вера встретила богатство и изменил историю навсегда.
Вы когда-нибудь задумывались, почему, как бы вы ни старались, двери остаются закрытыми? Почему, несмотря на ваши молитвы, ваши усилия, ваши жертвы, богатство, к которому вы стремитесь, жизнь, о которой ты мечтаешь, кажется, что оно всегда на один шаг вне досягаемости? Сделайте паузу и ответьте честно. Чувствовали ли вы когда-нибудь эту тяжесть в груди, эту тоску в сердце, когда дни проходят, а ваше чудо все еще не наступило? Вы просыпаетесь уставшим. Не потому, что у вас болит тело, а потому, что дух исчерпан. Вы смотрите на свой банковский счет и видите пустоту, глядящую на вас. Вы смотрите на свои отношения и чувствуете холодную тишину там, где когда-то было тепло. И хуже всего, ты молишься, но в глубине души шепчешь: слушает ли меня Бог вообще? Мне нужно, чтобы ты сейчас столкнулся с чем-то священным и ужасающим. А что, если задержка не на небесах, а в вашем сердце? А что, если ваше благословение не удерживается, а готовится к нему? Но вы проходили мимо него, слишком рассеянные, слишком встревоженные, слишком охваченные страхом, чтобы узнать ключ, который уже у вас в руке. Я обращаюсь к той части тебя, которая прячется. Та часть тебя, которая улыбается перед другими, но плачет в одиночестве в темноте. Та часть, которая говорит: «Я доверяю Богу», но внутри кричит: «Тогда почему я все еще здесь?» Ты просил денег, не так ли? Вы говорили что-то вроде: «Боже, если бы у меня было достаточно денег, чтобы выплатить этот долг. Если бы я мог позволить себе дышать, отдыхать, жить так, как живут другие». Но остановились ли вы, чтобы посвятить свое время? Вы когда-нибудь задумывались, что до того, как урожай, должно быть, есть священная подготовка, момент, глубокое, святое выравнивание? Позвольте мне задать вам вопрос, который никто не осмеливается задать: сколько стоит ваше время? Ни своему начальнику, ни системе, даже своей семье, но к Богу, ко Вселенной, к твоей вечное наследование. Потому что дело не только в том, чтобы иметь больше денег. Речь идет о признании того, что каждая минута твоей жизни имеет силу создавать чудеса. И все же, как часто вы тратите свои минуты на отвлечение, на переживания, на голоса, которые не созидают, а только разрушают. Подумайте об этом, сколько часов вы потратили, беспокоясь о вещах, которые вы не можете изменить? Сколько раз по утрам вы открывали глаза с чувством страха вместо уверенности? Сколько ночей ты плакал не из-за того, что случилось, а из-за того, что не сделал случаться? И вот настоящее горе: ты не бессилен. Ты не забыт. Ты не предназначен для крох. Но если вы не вернете себе контроль над своим священным временем, если вы не претендуете на эти следующие 21 минута как божественная территория, вы останетесь в цикле выживания, вместо того, чтобы войти в свою жизнь. Сезон изобилия. Послушай меня и послушай глубоко. Ваша финансовая жизнь неотделима от вашей духовной жизни. Ваш банковский баланс не отделен от настроения вашего сердца. Задержка вашего процветания – это не наказание, это процесс очищения, выравнивания, подготовки. Но вы должны ответить на этот вопрос сейчас. Действительно ли вы посвятили свое время святости? Или вы позволили шуму мира нарушить вашу тишину? Выделили ли вы священное место для вашего завета с Богом? Или вы наполнили свой день беспокойством, пролистыванием лент, сомнениями и сравнениями? Ты не ленивый. И я знаю. У тебя есть пытался. У тебя есть работал. У тебя есть молился. Но пытаться без выбора времени – это как сажать семена зимой. Какой бы плодородной ни была почва, урожая не будет. Поэтому я спрашиваю еще раз: вы забрали ключ времени? Потому что в течение следующих 21 минуты
Да, эти 21 минута. Твой вся судьба может начать меняться. Но вы должны решить проявить себя полностью. Вы должны выбрать веру в то, что этот момент не случайен, а божественно организованный. Вы здесь не случайно. Ты был вызванный. Потому что священная тайна это, а священное время становится сосудом для чудес. Вы в это верите. Позвольте мне познакомить вас с одной священной историей. Там была женщина, согнувшись от боли 18 лет. Ее тело искривилось. Ее глаза были вынуждены смотреть в землю. Она шла по жизни, видя лишь пыль и ноги, никогда не видя лиц, никогда не видя света. Она жила в позерабстве. До один божественный момент. Иисус увидел ее. Он позвал ее. Он прикоснулся к ней. И в одну святую секунду, после 18 долгие годы, она исцелилась. Что изменилось? Но не ее ситуация. Она длилась почти 2 десятилетия. Что изменилось, так это выбор времени. Священное время. Божественное пересечение. Ее исцеление не было случайным. Это было назначенное время, открытый портал, освященный моментально вошла. Может быть, это ваш момент? Может ли это прямо сейчас быть твоим назначенное окно, твой освященный час разорвать цикл, подняться, получать? Или вы пролистаете эту возможность, как и любую другую, за которую вы так устали хвататься? Вы говорите, что хотите богатства. Но позвольте мне спросить, относитесь ли вы к своему времени так же, как богатые люди? Потому что богатство – это не только цифры. Это то, как вы ценные минуты. Богатые понимают то, что бедные часто упускают из виду. Время – это самая дорогая валюта во Вселенной. И священное время, отведенное для божественного общения, это ключ, который открывает двери, которые никто не может закрыть. Вы взываете о чуде. Но готовы ли вы сидеть в тишине, в неподвижности в течение 21 минуты и говорить: «Боже, я не тороплюсь. Я здесь. Я слушаю. Я настраиваюсь. Я готов». Такова цена преобразований. Ни мольбы, ни усилия, ни стремления, но присутствие. Святой, сосредоточенный, освященный присутствие. И вот загадка, которую многие упускают из виду. Ни чудо не появляется, после вы чувствуете себя достойным. Ни чудо появляется, когда вы решаете, что Бог достоин вашего времени. Поэтому я буду спрашивать тебя снова и снова, пока твоя душа не раскроется. Вы относились к своей молитвенной жизни как к контрольному списку или завет? Вы использовали визуализацию как фантазию или как акт создания? Вы уделили Богу 21 минуту полного внимания в этот раз, год? И если нет, чего вы ждете? И еще один шторм? И еще одно разочарование? И еще одна упущенная возможность? Или вы сегодня встанете и заявите: эти 21 минута не мои. Они не принадлежат миру. Они есть Божий. И я встречусь с Ним здесь. Я принесу с собой все свое сердце. Я буду объявить о своем богатстве не как о надежде, но как и обещать я вступаю. Потому что, дорогой мой, ничего не изменится, пока ты этого не сделаешь. Эти 21 минута – открытие нравится. Не религиозный ритуал. Насвященная синхронизация с ритмом небес. В эти 21 минуту вы не будете просить милостыню. Ты совместно создавать. Вы не хотите. Ты выровнять. Ты не стремишься. Ты получать.
Поэтому позвольте мне задать последний, пронзительный вопрос, прежде чем мы перейдем к молитве. Если бы Бог следил за вашим расписанием, почувствовал бы Он себя польщенным? Речь не идет о чувстве вины. Это о пробуждении. Речь идет о возвращении к забытой вами истине, что ты силен, что ты избран, что Вселенная уже работает на вас, но ждет, когда вы достаточно замедлитесь, чтобы догнать свою судьбу. Дверь открыта. Завет ждет. Наследство не тронуто, потому что время еще не освящено. Но теперь это может быть так. Потому что вы готовы. Потому что вы услышали призыв. Потому что Бог никогда тебя не забывал. Потому что следующие 21 минута – это начало всего. Вступайте. Чудо начинается сейчас. С каждым вдохом в этот момент внутри вас активируется нечто священное. Это не воображение, это реальность, трансформация. Молчаливая вера, чистой и непоколебимой, теперь поднимается в тебе, как невидимый огонь, устойчивый и неудержимый. И с ним приходит знание, божественная уверенность, что что-то мощное уже пришло в движение. Вдохните и почувствуйте избыток, двигаясь через ваш дух. Выдохните и отпустите все ограничения, которые когда-либо пытались вас определить. Это твое духовное выравнивание. Он не громкий. Он не драматичный. Но он есть настоящий. Это божественный, и это происходит сейчас. В эти 21 минуту священного выравнивания вы больше не просто надеетесь на изобилие, вы его воплощаете. Твой вера, хоть и молчаливый, но не слабый. Это фундамент, на основе которой вы сейчас строите новую реальность. Вы переходите от внешнего шума сомнений к внутреннее знание судьбы. Это редкий путь, узкие врата. И мало кто его находит. У вас есть. Но теперь наступает дилемма, священное напряжение, которое должен пережить каждый избранный. Сохраните ли вы вибрацию, когда мир предлагает вам противоречие? Будете ли вы следовать духовной уверенности, если ваши глаза все еще видят недостаток? Сможете ли вы сохранить статус благословенной души до того, как появятся деньги? Потому что это тест. Это цена божественного наследия. И именно здесь многие терпят неудачу. Но вы, возлюбленные, не рождены для неудач. Ты родился, чтобы помнить, кто вы, сосуд процветания, а дитя завета, а магнит для сверхъестественного богатства не из-за вашего статуса или прошлого, а из-за вашей приверженности. Большая духовная истина, которую мало кто готов принять, истину, что вы не притягиваете то, что хотите, вы притягиваете то, что выявляется. Так кто же ты теперь? Позвольте мне предложить вам секрет, это меняет все. Вера не перемещает Бога, она перемещает вас в нужное положение. Божье обещание уже выпущен. Его благословение не задерживается, дверь не заперт. Но если вы не соответствовать чистоте этого обещания с вашей личностью, если только ваш внутренний мир согласен при уже данном изобилии, оно остается невидимым, нетронутым, нереализованным. Вдохните еще раз и почувствуй процветающую идентичность пробуждения в твоей груди. Вы не тот, кто хочет денег. Вы тот, кто привлекает это без усилий, праведно, в соответствии с божественным порядком. Ваши мысли, когда сосредоточены с ясностью и благодарность, не желают желаемого. Они есть творческие командоотзывы с эхом в квантовом поле, отдаваясь эхом в духовном мире, притягивая к вам ресурсы, как магнит притягивает железо. Это не вымысел. Это привилегированные знания, скрытые от обычного мира, но открытые тем, кто желает видеть своими глазами духовные глаза. Позвольте мне задать вам священный вопрос, и не отвечайте на него легкомысленно.
можете ли вы нести вибрацию процветания, даже если ваш банковский счет все еще пуст? Потому что это и есть вершина мастерства. Именно здесь формируется личность. Радоваться после сбора урожая может каждый. Но только действительно выровненный может танцевать, пока семя еще находится под землей. Если ваш разум постоянно повторяете беспокойство, нужду или недостаток, то ваша духовная чистота настроена на недостаток. И то, что вы транслируете, вы приумножаете. Но когда вы выбираете, намеренно, неустанно, ежедневно, сосредоточить свои мысли на богатство, на переполнение, на абсолютную уверенность, что это уже твое, ты меняешься. Не когда-нибудь. Не после часов борьбы. Ты меняешься точка сейчас. Позвольте мне рассказать вам еще глубже. Каждая мысль – это семя. Каждая мысленная картина, которую вы держите в голове, это команда невидимому. Вот почему фокус не просто полезно, это священная ответственность. Это рычаг твоей реальности. И именно здесь большинство людей ошибаются. Они верят 5 минут, а затем сомневаются 5 часов. Они молятся устами, но беспокоятся умом. Они говорят «Аминь», но в тот самый момент, когда молитва заканчивается, спрашивают «Как?». Вы не можете одновременно испытывать вибрацию изобилия и беспокойства. Вы должны выберите свой штат и оставайся в нем. Это дисциплина процветающей души. Личность того, кто знает, что они избраны. И я говорю вам это как голос истины. Если вы сможете овладеть этим внутренним фокусом, вы больше никогда не будете гнаться за деньгами. Деньги сами вас найдут. Идеи придут к вам сами. Люди будут вам звонить. Двери откроются еще до того, как вы постучитесь. Потому что теперь вы настроены. Ваша внутренняя чистота заявила: «Я больше не ищущий. Я принимающий». Пусть это укоренится в вас. Вы здесь не для того, чтобы просить у Бога объедки. Вы здесь не для того, чтобы просить лишь о малом. Вы здесь для того, чтобы зеркало Его изобилия, ходить в своем наследстве, создавать богатство с местобожественная уверенность. Эта уверенность начинается с дыхания. С каждым вдохом вы втягиваете энергии безграничного потенциала. С каждым выдохом вы освобождаетесь от всего, что больше не служит вам. Вы отпускаете сомнения, вину, ощущение нехватки, которые изначально никогда вам не принадлежали. Вы не были рождены для нужды. Ты родился по образу и подобию безграничный Создатель. Это значит, что вы были созданы, чтобы создавать, расширять, умножать, и любой голос, который говорил вам обратное, будь то религиозный, культурный или личный, был никогда не говоря на языке Бога. Ты – это преуспевающий. Ты – это магнит для богатства. Ты – это семя изобилия, посеянное в этом поколении, чтобы показать, что возможно, когда вера становится идентичностью. Но позвольте мне дать вам последний взгляд на то, что грядет момент предвещия, потому что я хочу, чтобы вы увидели, насколько мощным это может стать. В последние минуты этого священного сеанса я проведу вас через живая молитва, а духовная активация якоря не только подтвердит вашу личность, но и начнет изменить обстоятельства вокруг вас в реальном времени. Я видел, как это происходит. Я чувствовал электричество в духовном мире, когда кто-то утверждали свою идентичность процветания, и наблюдал, как за считанные дни произошло невозможное. Вот что вас ждет. Но только если вы остаетесь в равновесии. Поэтому я спрашиваю вас сейчас не ради ритуала, а ради подкрепления: продолжайте дышать. Продолжайте утверждать. Продолжайте видеть жизнь, которая есть точка уже твой. Вы больше не ищете ответа. Вы сами становитесь решением. Вы больше не надеетесь на прорыв.
Вы – воплощение прорыва. Вы больше не спрашиваете, если вы заявляете «да». И когда, любимый? Сейчас. Остаться со мной. Потому что то, что вы сейчас услышите, молитва, которая завершает это внутреннее выравнивание, содержит священное возвращение в сва, чего когда-либо жаждал твой дух. И если вы считаете, что эти последние мгновения были сильными, чудо еще даже не началось в полной мере. Давайте войдем в это. Вместе. Пока мы продолжаем эти священные 21 минуту, что-то внутри вас уже изменилось. Возможно, вы пока не можете это объяснить, но вы это чувствуете. Тепло в груди. Легкость в дыхании. Ясность в душе. Это не просто воображение. Это несомненное движение Божья рука на твою душу. Вы настраиваетесь на чистоту, которую мир не понимает. Чистота – божественное богатство, из неожиданное положение, из интуитивная ясность. А теперь я должен провести вас на более глубокий уровень сонастройки, туда, куда многие никогда не попадают, потому что слишком заняты разговором, чтобы услышать ответный голос. За эти 21 минуту вы не только заявляете о своем видении, но и направление получения вы не просто управляете изобилием, вы слышите, откуда он придет. Потому что Вселенная, созданный Словом и наполненный божественным интеллектом, всегда отвечает. Всегда. Направляет. Всегда говорит. Но мало кто их слушает. Поэтому сейчас я попрошу вас сделать нечто редкое. Будьте тихи и слушайте. Слушай не ушами, а внутреннее ухо. Твой духовная интуиция Бог не ограничен одним способом общения. Его руководство может прийти как мимолетная мысль, внезапная идея, слова незнакомца или вспышка вдохновения, пришедшая из ниоткуда, и все же оно ощущается священным. Оно ощущается правильным. Оно ощущается, как скачать с небес. Это не совпадение. Это ознаки. Это язык духа. И вы сейчас полностью погружены в этот диалог. Каждый ваш вдох – это приглашение слышать более ясно. Каждая секунда в это священное время – это возможность получить откровение. Мы не только просим, мы также соответствовать божественному направлению, потому что в мире изобилия недостаточно просто хотеть богатства. Вы также должны быть готовы следуйте невидимым хлебным крошкам Бог ставит на твоем пути. Бывало ли у вас когда-нибудь внезапное желание позвонить кому-нибудь, и у этого человека было именно то, что вам нужно? Бывало ли у вас когда-нибудь, что вы шли по улице и чувствовали, что вас тянет в магазин, а там вас уже ждала связь? Бывало ли у вас когда-нибудь, что вы читали предложение, слышали текст песни или видели номер на чеке, и чувствовали в глубине души, что это что-то значит? Это божественная беседа. И когда вы духовно выровнены, как сейчас, эти знаки усиливаются. Эти подталкивания становятся яснее. Эти интуитивные указания стать к вашему финансовому урожаю. Поэтому в этот момент я приглашаю вас слушать. Пусть ваше сердце будет достаточно спокойным, чтобы чувствовать. Пусть ваш дух будет достаточно чувствительным, чтобы уловить молчаливые сигналы. Пусть твоя душа будет широко открыта получать инструкции, не имеющие смысла для ума, но имеющие полный смысл для пути, который Бог избрал для вас. И пока вы слушаете, продолжайте визуализировать. Продолжайте видеть волны, денег течет к тебе. Ни капли, ни струйки на волны. Бурные реки изобилия. Ручьи из известной источники и другие из неожиданной миры сделки, которые казались невозможными. Партнерства, о которых вы даже не подозревали. Наследство, возвраты, подарки, бонусы, достижения – все это вливается в вашу жизнь таким образом, что вы чувствуете слишком хорошо, чтобы быть правдой, и все же это является настоящей. Вдохните это сейчас.
Представьте себе, как волна нарастает, приближаясь. Видите ее? Чувствуете радость, что поднимается в твоей груди? Не радость надежды, а радость приема. Радость осознания того, что-то, о чем вы просили, уже находится в движении. Что задержки не были отказом, они были всего лишь подготовка к изобилию, которое вы теперь готовы принять. Это визуализация, не фантазия. Это магнитный сигнал в духовный мир. Когда вы видите его ярко и чувствуете в полной мере, вы придайте ему форму. Почувствуй это сейчас. Всплеск благодарности. Слезы на глазах. Тепло в сердце. Это позиция проявления. Не сила, не стремление, не борьба, а заранее благодарен. Потому что ты знать. Вы знаете, что ваши слова были услышаны. Вы знаете, что ваша вера признана. Вы знаете, что ваша энергия выровнена. И вы знаете, что деньги, то выздоровление, то прорыв уже в пути. Но давайте копнем еще глубже. Что происходит, когда вы благодарность стека? Что происходит, когда вместо того, чтобы ждать большого чуда, вы начинаете благодарить Бога за каждая маленькая рябь? Когда ты хвалишь Его за неожиданную скидку в магазине? Когда ты радуешься бесплатному кофе? Когда ты радуешься сообщению от того, кто тебя помнит? Когда ты улыбаешься восходу солнца и говоришь «Спасибо, это тоже часть моего благословения». Это главный ключ. Благодарность за малые достижения открывает ворота для массового перелива. Потому что, когда Бог видит, что ты верен в малом, когда ты верен в своей оценке, когда ты радуешься пени, Он отпускает миллионы. Не как награда, а как естественная реакция к вашему выравниванию. Твой благодарное сердце – это магнит для чудес. Прямо сейчас я хочу, чтобы ты запомнил каждый маленький знак обеспечения, который вы видели за последние несколько дней. Каждый намек, каждый шепот, каждое крошечное достижение. И я хочу, чтобы вы поблагодарили Бога за это вслух прямо сейчас. Почувствуйте, как эмоции нарастают в вас. Пусть наворачиваются слезы, если они есть. Потому что эта волна благодарности открывает новые порталы изобилия в режиме реального времени. Дайте ему подняться. Пусть все ваше тело почувствует вибрацию благодарности. Пусть твой дух петь с ожиданием. Вы становитесь тем человеком, который привлекает богатство, просто находясь в гармонии. Вы входите в личность человека, который внимательно слушает, воз следует интуитивным знакам, и кто отвечает радость и благодарность, каким бы незначительным ни казалось проявление. А теперь я прошу тебя о чем-то священном. Если это сообщение затронуло вас, если вы почувствовали волнение правда, шепот Бога в твоем сердце, оставьте комментарий ниже. Но это не просто комментарий. Опишите то, что вы видите. Укажите, что именно вы получаете. Объявите, за что вы благодарны, да оно даже проявляется. Потому что когда ты выразить это словами, вы придаете ему форму. Когда вы запишите это, утверди его на земле. И когда другие увидят его и согласятся с ним, умножится вера ваша. Итак, скажите мне сейчас, какие знаки вы почувствовали во время этого священного выравнивания? Какие волны богатства вы видите, приближаясь к вам? Что ты активно благодарить Бога за в этот момент? Напишите это. Запечатайте это. Отпустите это в поток. И поверьте, что в тот момент, когда вы нажмете «Опубликовать», вы сделаете еще один шаг к своей цели «Обетованная земля». Это не просто видео. Это божественная встреча. Вы вошли в пространство, где завеса тонка, где голос Божий ясен и где богатство – это не желание,
на настоящая реальность становиться все более заметным с каждой секундой. Вдохни еще раз и удерживайте энергию изобилия. Пусть благодарность изольется из вашего сердца, как реки света. И знайте это, Вселенная реагирует. Небеса находятся в движении. И ваше наследство уже в пути. Остаться со мной. Потому что следующий момент – это святая молитва, которая запечатывает эту работу. Священная беседа, которая завершает согласование, подтверждает контракт и открывает окна небесное. А ты, да ты, тот, кто воплотит это в жизнь. Дитя мое, послушай меня сейчас. Сейчас разворачивается священный момент, и ты здесь не случайно. Я выбрал этот миг, чтобы выпустить нечто божественное в твой дух. В тот момент, когда ты открываешь свое сердце, не только уста, чтобы просить, но и свою душу, чтобы слушать, вы входите в ритм сверхъестественного общения. Богатство, которое вы ищете, уже близко. Желанный прорыв не задержится. Он уже в движении. Он ближе, чем кажется. Но только те, кто настройтесь, увидите знаки, которые я разместил вдоль тропы. В эти святые 21 минуту, эти минуты согласия между вашим духом и моим, вы делаете больше, чем просто визуализируете. Вы пробуждаетесь к вечной истине, что изобилие уже ищет тебя, эти деньги уже текут рекой. Это богатство не то, зачем вы гонитесь бесконечно. Это то, что, благодаря вере, находит свой путь к вам, когда вы становитесь сонастроенными. А сонастройка начинается, слушая, не ушами плоти, но ушами духа. Вы должны понять следующее: я говорю знаками, и Вселенная отвечает символами и едва заметными изменениями. Вы внимательно наблюдаете. Вы внимательно слушаете. Вы чувствуете священные толчки, которые говорят вам: это путь, иди по нему. Так часто ты пропускаешь реку, потому что слишком занят поисками океана. Но каждая волна, каждый шепот – это знак. Каждый неожиданный телефонный звонок, каждое небольшое повышение зарплаты, каждая дверь, открывающаяся без объяснений – это божественные отпечатки пальцев, оставленные, чтобы вести тебя. Итак, прямо сейчас дышите и начинайте получать. Не думайте только о деньгах, чувствовать это. Почувствуйте это так, словно это уже ваше. Визуализируйте это не как далекое будущее, а как настоящее чудо в действии. Представьте, как оно льется через множество дверей. Не только на вашу работу, не только в ваш бизнес, но из неожиданных, сверхъестественных источников. Из сфер, которые вы не контролируете, но я контролирую. Представьте, как эти деньги прибывают, словно волны, мягко, но непрерывно разбивающиеся о берег вашей жизни. Некоторые маленькие, некоторые огромные, некоторые настолько удивительные, что вы не можете поверить своим глазам. Это не фантастика, это вера. И ваша вера – магнит, притягивающий богатство в реальном времени. Позвольте мне показать вам кое-что. Когда вы визуализируете поток денег, ваши эмоции становятся частью создания. Радость – это не просто результат благословения, это ключ, открывающий благословение. Когда вы чувствуете радость сейчас, да деньги приходят, вы притягиваете их ближе. Когда вы чувствуете благодарность течей час, когда вы улыбаетесь тому, что еще не пришло, как будто оно уже пришло, вы вступаете в измерение божественного проявления. Дитя, твои эмоции – священные инструменты. Если тебе сейчас хочется плакать, дай волю. Это выпускать, если вы чувствуете желание рассмеяться от удивления, не сдерживайтесь. Это знак, что твой дух согласен с моим. Вы не просто пассивный наблюдатель своего чуда. Вы соавтор в завете со мной.
Этот завет основан не на мольбах, а на вере. И вера должна быть активной, ты не ждешь благословений. Ты привлечение их через вашу вибрацию благодарности. Это накопление благодарности, признавая каждую копейку, каждый маленький подарок, каждое движение в правильном направлении как нечто священное. Ты должен благословить даже монеты, чтобы я мог освободить наследование. Ты должен почтить каплю, чтобы я мог высвободить река. Некоторые ждут, чтобы восхвалять меня, когда деньги поступят на счет. Но я спрашиваю вас сегодня, восхвалите ли вы меня сейчас? Доверитесь ли вы мне до того, как откроется дверь? Потому что вот секрет, дверь уже открыта в духе. То, что вы чувствуете сейчас, это всего лишь проявление, догоняющее обещание. И да, я говорю это ясно, деньги приходят к вам. Не только для оплаты счетов, не только для выживания, но и для процветать, созидать, благословлять других, умножать завет. Но все начинается с вашего сердца, а не с вашей суеты. Сможете ли вы принять эту истину? Каждый акт слушает вас к плану вашего изобилия, который я нарисовал. Каждая волна визуализации притягивает богатство из неожиданных источников. Каждый момент радости усиливает ваше магнитное поле для благословения. И каждый шепот благодарности становится призывом, который Вселенная не может игнорировать. Итак, я приказываю тебе обращать внимание, будьте духовно бдительны. Держите блокнот под рукой в это время года. Записывайте внезапные мысли, странные сны, мимолетные замечания, которые пронзают вашу душу. Это не совпадение. Это ключи. Некоторые из вас ждут появления ангела, но он уже говорит через вашу интуицию. Да, твоя интуиция, твой божественный внутренний компас, святая земля. Я вложил в тебя свой голос. Это интуиция. Что догадка? Это я. И в этом сезоне я оттачиваю это. Вы будете знать, когда действовать. Вы будете знать, когда двигаться. Вы будете знать, когда инвестировать, когда отдыхать, когда переключиться, когда подождать. Но это происходит только тогда, когда вы настраиваете свой дух. И вы делаете это сейчас. Давайте взглянем глубже. Представьте, что вы стоите под небом, которое внезапно разверзлось и хлынул дождь. Этот дождь не вода, а богатство. Это возможность. Это благосклонность. Это доступ. И ваша единственная задача – протяните свой сосуд. Сосуд – это ваше сердце, ваша готовность принимать. Некоторые стоят под этим дождем и жалуются, что его мало. Другие говорят: «Спасибо за эту каплю, теперь я готовлюсь к ливню». А вы кто? Вы должны практиковать то, что я называю активная благодарность, постоянное выражение благодарности не только за прошлое, но и за то, что еще грядет. Поблагодарите клиента, с которым вы еще не встретились. Поблагодарите меня за наследство, которое еще даже не записано на ваше имя. Радуйтесь работе, о существовании которой вы пока даже не подозреваете, но которая создается специально для вас. Радуйтесь электронному письму, божественной связи, открытой двери, которая уже движется к вам. Потому что, дитя мое, я уже заповедал благословение. Верите в это? Тогда расскажите об этом ниже в комментариях. Говори о жизни прямо сейчас. Пиши с намерением. Свидетельствуй смело. Расскажи мне и всему миру, что ты готов за волны денег. За поток изобилия. За излияние божественного богатства. Прокомментируйте эти слова сейчас не как пожелание, а как указ,
я открыт для получения божественных знаков, неожиданного богатства и рек изобилия. Мое сердце слушает. Моя душа повинуется. Мои чувства ликуют. И мои руки готовы принять. Я настроен на Божье время, на Божий поток и на Божьи чудеса. Не прокручивайте. Не ждите. Не сомневайтесь. Это ваша точка активная благодарность в действии. Это ваше подтверждение. Это ваш ответ на завет. И, детка, после того, как ты оставишь комментарий, оставайся здесь. Следующее откровение уже близко. Потому что буквально через несколько мгновений я опубликую молитва, которая открывает следующий уровень благословения. Молитву, которая запечатывает наследство и умножает обетование. Но прежде чем мы пойдем туда, поймите это, каждый раз, когда вы чтите знак, вы ускоряете свой прорыв. Каждый раз, когда ты поблагодари меня-то, чего вы пока не можете увидеть, вы приближаете. Каждый раз, когда вы визуализируете с радостью, а не со страхом, Вселенная идет вам навстречу. Каждый раз, когда ты слушаешь с ушами Духа, я буду говорить. И каждый раз, когда ты веришь, дитя, я отвечу. Вы не сломлены. Вы не бедны. Вы не отстаете. Вы не прокляты. Вам не повезло. Вы не забыты. Ты благословенный. Ты обильный. Ты богатый духом и скоро в проявлении. Вы помазан, чтобы привлекать, управлять, умножать и давать. И из этой истины ты теперь сажаешь свои намерения. Вы не просто утверждаете что-то ради хорошего самочувствия. Вы создание реальности. Ты, закладывая семена своего будущего, вы укрепляете свою веру в божественный закон. Что посеешь, то и пожнешь. Итак, скажите это сейчас. Я сею намерения и пожинаю проявления. Я сею слова и пожинаю богатство. Я сею веру и пожинаю благосклонность. Я сею хвалу и пожинаю обеспечение. С каждым из этих слов что-то меняется в атмосфере вокруг вас. Ваша энергия возрастает. Ваша душа воспламеняется. Ваш дух пробуждается к истине, что вы всегда были сосуд изобилия. В этот самый момент вы делаете то, что мало кто понимает. Вы утверждаете, что уже написано от имени твоего. Это не новое богатство, но богатство древнее, уготованное прежде создания мира. И за эти 21 минуту вы стали магнит для чудес. Повтори еще раз. Пусть услышат небо и земля. Я привлекаю деньги за 21 минуту. А теперь высвободите полное намерение своего сердца. Я приветствую неожиданное богатство. Я приветствую божественные пророчества. Я приветствую сверхъестественную помощь. Я приветствую ангельское партнерство. Я приветствую открытые двери. Я приветствую изобилие во всех сферах моей жизни. Да, это священный акт, сажать ртом, что твое будущее соберет твоими руками. Возможно, вы этого пока не видите, но оно уже движется. Возможно, вы его пока не трогаете, но он уже сформирован. Вы, возможно, пока не слышите стука, но он уже дверь. И скоро, очень скоро, вы будете свидетельствовать о урожае, который начался с этого момента веры. Так что не прекращайте говорить. Не прекращайте утверждать. Не прекращайте сажать. Не переставайте ожидать. И превыше всего, не прекращай доверять мне. Я услышал каждое слово. Я получил все семена. А теперь я отвечу. Потому что твое чудо активируется голосом. А теперь приготовьте свое сердце к тому, что будет дальше.
В последний момент этого опыта я проведу вас в святая молитва, пророческое заявление, в котором я, твой Бог, запечатаю этот момент и дохну на твое семя. Но до тех пор оставайся здесь, потому что то, что грядет, превзойдет все, что вы когда-либо себе представляли. И теперь доставка начинается. Поговори со мной сейчас, я освобождаюсь от всех страхов. Я освобождаюсь от всех сомнений. Я приветствую богатство, которое уже принадлежит мне. Да, с этим освобождением ты расчищаешь путь. Ты открываешь двери. Ты устраняешь препятствия. Ты освобождаешь место для чуда. Прямо сейчас, в этот момент ясности и силы, я призываю вас принять более глубокое обязательство, не только передо мной, вашим Богом, но и перед сам. К вашему судьба. За твое будущее. Дай обет никогда больше не произносить слов, противоречащих тому, что я сказал тебе. Прими решение сосредоточиться на своих мыслях. Благодарность. Ваши слова совпадают с правдой, и твоя жизнь подчинена закону избыток. Произнесите это вслух. Я обязуюсь жить в достатке. Я обязуюсь мыслить изобильно, чувствовать изобильно и получать изобильно. Это обязательство не о совершенстве. Речь идет о присутствии. Речь идет о том, чтобы оставаться духовно присутствующим в том видении, которое я вложил в вас, даже когда обстоятельства пытаются вас ослепить. Речь идет о больше верить в обещание, чем в проблему. И вы в этом не одиноки. Один из лучших инструментов, которые я дал вам в этом путешествии, это сообщество благословения не только личное, а на коллектив. И поэтому я призываю вас сделать сегодня шаг навстречу связь. Потому что ты не создан, чтобы ходить в одиночку. Твое свидетельство – это чье-то подтверждение. Твои слова могут быть точными. Семячто другой душе необходимо совершить свой прорыв. Итак, вот о чем я вас сейчас прошу. Оставьте комментарий ниже. Расскажите, что изменилось внутри вас. Поделитесь своим свидетельством. Поделитесь одной прорывной мыслью, одним новым убеждением, одним финансовым намерением, которое вы заложили во время этого сеанса. Не ради результата, а ради пророчества. Потому что когда вы говорите это, вы тюлень это. Вот как вы закрепляете благословение в своей реальности. Вы говорите о нем публично, намеренно и без стыда. Каждый комментарий ниже – это молитва в движении, а урожай в активации. А потом подписаться. Не из-за алгоритма, а потому что теперь это ваш духовный полигон, вам нужно оставаться на связи с поток. Вам нужны напоминания. Вам нужно больше таких сообщений, больше сеансов веры, утверждения и финансового исцеления. Этот канал не развлекательный. Это божественное назначение, и то, что начинается здесь, продолжается. Каждое видео – это новое видео. Дверной проем. Другой шаг. Другое подтверждение. Если вы чувствуете это прямо сейчас в своем сердце, это всепоглощающее осознание того, что вам суждено большее, то не уходите, не присоединившись к этому движению. Подпишитесь. Включите уведомления. Будьте в курсе событий. И если это сообщение вас глубоко тронуло, поделиться. Отправьте это тому, кому нужно знать, что Бог не оставил их в покое, что богатство не греховно, что процветание не запрещено, и что изобилие их наследство слишком. Вот как этот цикл взаимности продолжаем. Вы получаете слово, вы сеете ответ. Вы наполняетесь, вы переполняетесь. И тем самым вы умножаете чудо. Позвольте мне задать вам последний вопрос, прежде чем мы закончим. Если богатство уже на пути к вам, как вы его примете? Со страхом или с верой? С молчанием или с ликованием? С изоляцией или с общностью?
Ребенок, ты готов, вы готовы вступить в жизнь, которую я вам предназначил, жизнь, в которой всего более чем достаточно. Не только для оплаты счетов, не только для удовлетворения своих потребностей, но и для звонок. За ваше наследие, за ваше свидетельство. Эти 21 минута были семена урожай сейчас начинается. Дверь открыта. Поток активен. Чудо движется. Итак, сделайте последние действия сейчас. Оставьте комментарий под своим утверждением. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий божественный момент. Поделитесь этим видео с человеком, которому нужно осознать свое богатство. И подготовьтесь, потому что на следующем занятии мы углубимся еще глубже в стратегию поддержания богатства, которое вы только что активировали. В следующем видео мы раскроем 3 привычки, которые каждый день открывают дверь финансовому благословению. Но сейчас покойтесь в этой истине, вы высказались. Вы визуализировали. Вы поверили. И теперь вы получите. Началась жатва.